你和戴耀恒一定要记住我的话。 Ученики Академии Шрека и правда молодцы. Запасным составом они прошли так далеко, а ведь среди них троим всего по 12 лет. Что же будет на следующем турнире через 5 лет, когда Хуэйхао и Ван Дун с товарищами будет в основном составе? Мола чистого неба, как всегда, на высоте. Он полностью разгромил соперник. В оригинале даже вмешался судья с 7 кольцами и слоновьим духом защиты. И только с воплощением духа он смог отразить удар молота. То есть, как в серии, если бы удар принял ученик вражеской команды, от него бы и мокрого места не осталось. Было классно, как титулованный Сюань Цзы отделал Чингана, защитника Звездной Империи. В оригинале, когда тот услышал голос, то спросил, кто это. На что старейшина Сюань сказанул: «Я твой папка и жду тебя за западными вратами. И ребенок, иди сюда сейчас же». Ну, по сравнению с ним, то титулованный и правда как ребенок. Старейшина Сюань Цзы за своих учеников горой. На самом деле, ранее он тайно наблюдал за турниром. Когда Ван Дун, Хуэйхао и Бэйбэй сражались, он был настолько взволнован, что аж воспылал и хотел сам выйти на арену. Старейшина Сюань проучил Чингана. И правда, такой уважаемый и сильный мастер, титулованный Звездной Империи, а полез к детям, у них всего-то по 2-3 кольца. Старейшина Сюань одной левой уделал Чингана, даже не высвобождая дух и кольца. Видно, насколько огромный разрыв в силе может быть даже между титулованными. А между тем у нас образовывается новая парочка в команде 7 монстров Шрека. И это Хэкайто и Сяо Сяо. Ну точнее, это случится в будущем. Но уже сейчас Хэкайто так ухаживал за Сяо Сяо после ранения, что просто невозможно остаться равнодушным. Будем следить за их дальнейшими отношениями. В следующем этапе турнира приняли участие Хуэйхао и Лин Лучень. Как вам танцульки Академии соперников? Было довольно весело, но лишь до того момента, когда Лин Лучень одним махом заморозила всех. Просто Хуэйхао усилил ее атрибуты льда. Таким образом, против Лин Лучень с поддержкой Хуэйхао по сути вообще не выстоять. Их двоих хватило на 7 противников. И это отлично, что ученики основного состава постепенно начинают участвовать в турнире. Ма Сяо Тао и Дай Юэхэн тоже будут в строю. Следующая серия должна быть очень интересной, однако события сильно сокращают. То, что описывается в нескольких главах новеллы, в серии всего лишь мельком. Начнется большой аукцион, проводимый Звездной Империей. И это грандиозный аукцион, и все выставленные предметы являются сокровищами. Академия Шрека с учителем Джоуи взяла с собой Хуэйхао, Ван Дуна и других. Среди лотов была невероятно редкая духовная кость левой руки, возрастом от 50 тысяч до 70 тысяч лет с атрибутом льда. Она происходила от скорпиона ледяного нефрита и сравнивается по ценности со 100-тысячелетней, но стоила слишком дорого, хотя в итоге Хуэйхао заполучит ее. Финальный элемент – это зародыш божественного зверя, и это очень драгоценный зародыш зверя, которому 100 тысяч лет. Когда духовный зверь достигает возраста 100 тысяч лет, у него есть выбор – стать человеком и культивировать как духовный мастер. В это время они должны превратиться в самую примитивную человеческую форму и обратиться в форму зародыша, прежде чем начать повторное культивирование. В этом состоянии зародыша они самые слабые. И вот нашелся человек, который запечатал такого 100-тысячелетнего зверя в процессе его превращения в человека. Это гарантированно даст 100-тысячелетнее кольцо и кость зверя. А еще есть шанс, что зародыш зверя станет полноценным боевым духом мастера. Это и правда удивительное сокровище. Кстати, Ледяная Императрица смутно ощутила знакомую ауру, потому что этот зародыш на самом деле один из 10 сильнейших зверей континента. Предыдущее видео на канале как раз рассказывает рейтинг 10 великих зверей, а подробнее об этом зародыше божественного зверя мы поговорим в следующем видео. Учитель Джоуи, естественно, сделала ставку. К сожалению, хотя ставка была очень высокой, Мэн Хунчень из Империи Солнца и Луны предложила еще выше и даже вложила деньги всех своих товарищей по команде. В конце концов, Джоуи сдалась. После аукциона начался новый раунд турнира мастеров. Две стороны в этом матче определены. Академия Шрека против Академии Доулин. Учитель Джоуи, увидев информацию о команде противника и узнав, насколько они сильны, попросила Цзянь Наньнань отдохнуть и не участвовать в этой битве. Все дело в капитане той команды. Он мастер системы атаки 57 ранга. Как у мастера боевого духа системы атаки, его боевая мощь была чрезвычайно свирепой. Итого 7 человек идут в бой. Ма Сяо Тао, Хуэйхао, Ван Дун, Бэйбэй, Сюй Санши, Дай Юэхэн и Лин Лучень. Теперь в команде монстров Шрека такие силачи, как Ма Сяо Тао и Дай Юэхэн с 6 кольцами.
Дух капитана Академии Доулин, пурпурный бриллиантовый бамбук, может не только превращаться в бамбуковый лес, чтобы ловить врагов, но и обладает собственной иллюзией. Любой, кто находится в лесу, бессознательно впадает в иллюзию. Ma Xiaotao и остальным, вероятно, нелегко прорваться через бамбуковый лес. Ключевым игроком становится Ван Дун. Хотя он и не самый сильный среди них, но у него есть боевой дух, сияющая богиня-бабочка. Она станет ключом к прорыву через бамбуковый лес, созданный капитаном, потому что дух бабочка Ван Дуна обладает силой света. Сила света может сдерживать иллюзии. В конце концов, Ван Дун, Ma Xiaotao и другие прорвались через иллюзии. Ждем дальнейшие интересные битвы. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новая серия. Подписывайтесь на канал и всем пока.